Как понять, рядом с тобой нарцисс или психопат? Это важный вопрос, который люди сейчас задают себе, потому что сейчас очень много информации в интернете. Она, к сожалению, часто такая поверхностная, какая-то отрывочная, и очень сложно понять. Вот ты начинаешь задумываться о том, что человек, который рядом с тобой, вот он кто. И тут же надо еще понимать такую вещь, что мы же, когда размышляем про человека вот какого-то своего близкого, то мы к нему предвзяты. Мы как-то уже находимся в отношениях, у нас к нему есть какой-то вот букет эмоций, там часто негативных. И, собственно, как-то вот так объективно, непредвзято там вот рассуждать становится сложно. Собственно, когда я говорю о вот нарциссе и психопатии, как о терминах, я их использую как термины, которые чаще всего используются в интернете. Это как что-то такое, знаете, вот журналистский такой термин. Это не медицинский термин, потому что нужно понимать, что вот людей с расстройствами личности, действительными, в обществе достаточно немного. Чаще, когда мы говорим слово нарцисс или психопат, мы имеем в виду определенные какие-то личностные черты, которые как будто бы вот туда вот ведут в ту сторону. То есть часто это человек, который ведет себя психопатично, но по факту психопатом не является. Или, скажем, человек с ярко выраженными нарциссическими чертами, который не имеет нарциссического расстройства личности. Но, опять же, когда ты находишься рядом с таким человеком, тебе оно не нужно, чтобы у тебя там были какие-то там широко развернутые клинические диагнозы. Страдать от того, что ты находишься в отношениях рядом с таким человеком, можно и от того, что у него есть какие-то черты, которые, самое главное для тебя, разворачиваются в отношениях с тобой. Так бывает, что человек, например, себя с другими людьми ведет себя как-то более-менее там адекватно, как-то вот уравновешенно, а вот рядом с тобой он прямо такой какой-то демон. Почему так происходит, мы также разберем в этом видео. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, и сегодня мы с вами говорим о основных различиях психопата и нарцисса, чтобы понимать, человек, который находится рядом с вами, относится больше к какому что ли кластеру, то есть что это за человек, с кем с ним общаться вам стоит. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первое, что отличает нарцисса и психопата, это то, как у них эмпатия устроена. Большинство людей считают, что и у нарциссов, и у психопатов эмпатии нет, они там бесчувственные рептилии. На самом деле это не так, и тут еще вот какая штука. Люди часто путают эмпатию и проявление эмпатии. Дело в том, что эмпатия это чувство, или сочувствование. Когда я вижу, что другой человек, скажем, плачет, то мне может стать грустно. То есть это эмоции, которые я чувствую, поскольку я вижу рядом другого эмоционирующего человека. Вот такие вот похожие эмоции. Мне становится грустно. И как следствие, если мои эмоции от этой грусти будут достаточно высокоинтенсивны, я могу сделать, у меня появится, не знаю, там какое-то грустное лицо. То есть у меня начнет мимика как-то так неконтролируемо, не знаю, так вот меняться. Либо я начну сам плакать, либо, не знаю, как-то вот я почувствую, что меня наполняет какое-то вот вследствие грусти какое-то желание что-то сделать, там такое, что я обычно делаю, когда мне грустно. То есть вот надо понимать, что эмпатия это не те действия, которые возникают вследствие тех эмоций, которые ты эмпатически берешь от другого человека, а, собственно, вот эта способность получать эмоции. Что касается психопатов, у них эмпатии, в принципе, считается, что нет, потому что в ходе развития она им не нужна, у них не возникает вообще эмпатия. Как правило, у психопатов в раннем детстве формируется так называемый архетип хищника. Я ранее в своих видео более подробно об этом говорил, но сейчас в двух словах это так работает. Что вот когда маленький ребенок не получает достаточного количества внимания, любви от матери, он всех людей, которые вокруг него есть, воспринимает либо как угрозу, либо как жертву, либо источник удовлетворения каких-то потребностей. То есть, когда мама с ребенком не выстраивает глазной контакт, не берет его на руки, ребенку не нужно научаться чувствовать, в каком настроении находится мать, он не учится выстраивать отношения, он воспринимает эту, скажем, если это кормилица, или это, скажем, воспитательница в каком-то доме ребенка, или пускай даже это какая-то мать, но она просто много работает и редко подходит к ребенку, и ребенок понимает, что вот она либо приходит ко мне, чтобы меня как-то побеспокоить, тогда она, угроза, мне нужно от нее как-то прятаться. Либо она приходит, чтобы быстренько мне кинуть какую-нибудь еду или что-нибудь такое сделать. И, значит, это человек, это фигура, от которой я могу что-то, так сказать, поиметь. Поэтому у психопатов, как правило, эмпатия не работает, потому что они, в принципе, в раннем детском возрасте, в то место, где она могла бы развивать, они туда даже не пошли. Психопат всех людей воспринимает как или это жертва,
или это источник угрозы, либо это человек, который мне вообще не нужен. Этот человек не нужен мне для достижения моих целей. И этого человека я просто не замечаю. В случае с нарциссами там немножко по-другому. Нарциссу важно было выстраивать в детстве отношения со своей матерью, ну или вообще родительскими фигурами, но он не получал должного количества любви. То есть он вроде бы как получал какие-то авансы, но всегда он был недостаточно хорош. То есть он не мог никак заслужить той любви, которую он хотел получить. Поэтому, ну как бы зачатки эмпатии у нарцисса есть, но они больше так вот заворачиваются внутрь. То есть у нарцисса больше рефлексии, чем эмпатии. Нарцисс больше следит за тем, насколько вот он получает нарциссический ресурс от окружающих, чем за тем, что происходит с окружающими. То есть, грубо говоря, когда нарцисс находится в отношениях, он не столько переживает по поводу того, ну, в каком эмоциональном состоянии находится другой человек, сколько в том, что происходит с ним. Грубо говоря, если там вот мужчина-нарцисс, не знаю, там сидит, заходит его женщина, она, ну, можно внешне так понять, что она какая-то грустная, что-то случилось, он прежде всего думает не о том, что вот она, видимо, находится в каких-то эмоциях, которые, ну, как следствие, могут быть тяжелыми, и нужно их как-то вот, ну, разделить или как-то хотя бы прояснить. Он думает о том, что а мне вообще чем это обернется? Она, значит, какая-то грустная, сейчас начнет, значит, на себя внимание привлекать, значит, внимание от меня уйдет, значит, нам нужно как-то вот уже с этой грустью как-то поступить так, чтобы ее как-то замять, обесценить и вернуть внимание ко мне. То есть у него есть зачатки эмпатии, но они работают так, что мне нужно вместо того, чтобы сочувствовать другому человеку, пытаться больше, ну, сочувствовать, понимать, что со мной происходит. Вторая вещь, которая отличает нарцисса и психопата, и тоже часто люди этого не понимают, это какая-то внутренняя устойчивость. Люди часто думают, что нарциссы это такие вот персонажи, которые максимально уверены в себе, они постоянно о себе рассказывают, как у них все хорошо, как они вот уверены в себе, они считают, что их все любят, и так это люди говорят обычно. То есть когда человек с нарциссическими чертами заявляет, что вот меня все любят, я такой прекрасный, замечательный, там все женщины от меня падают, ты думаешь, ну это, наверное, ну, он не может быть так уверен, если бы это была неправда. То есть это, ну, знаете, уверенность просто заражающая. Но на самом деле эта уверенность в случае с людьми с такими ярко выраженными нарциссическими чертами, она зиждется на внутреннем вот этом нарциссическом провале. То есть вот эта внутренняя неустойчивость, неуверенность, ощущение, что, ну, я как будто бы не заслуживаю, чтобы меня любили. Вот для того, чтобы это компенсировать, нарциссу нужно очень много говорить о том, как меня все любят, чтобы все поверили, и находиться рядом с людьми, которые, ну, как-то им восхищаются, либо, ну, такие вот они доверчивые и верят его этому внешнему грандиозному фасаду, чтобы вот эту такую пустоту, внутренность этого пузыря как бы не чувствовать. Что касается психопата, там с самоуверенностью действительно все хорошо, потому что у психопата нет критики. В случае с психопатом, когда вот где-то происходит что-то не так, это происходит не с ним. Когда психопат вступает в какое-то, ну, взаимодействие с каким-то человеком и вот происходит какой-то как бы конфликт, у психопата не возникает, знаете, зазрения совести. Он всегда понимает, что это она дура или это он баран. Это вот он, тот другой человек, ведет себя по-дурацки. Он какого-то черта не возмущается по поводу того, что я там стал вперед очереди, потому что он идиот. Это же очевидно. У психопата нет критики. Как правило, когда мы оказываемся в какой-то конфликтной ситуации, мы размышляем, ну, может я что-то неправильно сделал. То есть вот эта вот мнительность, способность к рефлексии, к какому-то анализу, сомнению в себе. Это вот эти вещи, которые есть у людей с невротической организацией, у психопата этого нет. Поэтому психопат, как правило, уверен просто как конь. Стыд – это тоже такая эмоция, которая очень по-разному у психопата и нарцисса проявляется. Опять же, как правило, люди, которые находились в отношениях с нарциссом, говорят о том, что да, он бесстыжий. Ну да, он бесстыжий именно потому, что он не может вообще даже чувствовать свой стыд, он не может его присвоить, он его всегда отщепляет. На самом деле нарцисс часто попадает в состояние такого токсичного стыда. Почему нарциссы боятся разоблачения, просто как огня? Почему нарцисс боится, когда ему начинают как-то указывать на его какое-то несовершенство? Почему, в принципе, нарциссы часто боятся идти куда-то, где вот у них низкие компетенции? То есть какое-то новое хобби, новая компания, новая профессия. А вдруг там кто-то что-то скажет про меня такое, где я несовершенен, и я там почувствую этот вот самый свой стыд, который нарцисс не может выдерживать. В случае с нарциссом
Несмотря на то, что он ведет себя максимально так вот бесстыдно, иногда, когда вот он сталкивается с какой-то своей, ну, такой несовершенством, с какой-то своей такой гадостью, этот стыд может проявляться через нарциссический гнев, какие-то срывы, иногда там какую-то аутоагрессию, самоповреждение. То есть нарцисс со стыдом, он вот, знаете, как обезьяна с гранатой, или как вот ситуация со скороваркой, у которой не работает клапан. То есть это что-то такое, что вот может взорваться. В случае с психопатом к стыду отношение совершенно иное, поскольку у психопата нет критики, то у него в принципе особо нет места для стыда. Все вот нехорошее, неуместное, что происходит, он никогда себе не присваивает, он это как-то отторгает и проецирует на других. То есть если произошла какая-то такая кринжовая, курьезная ситуация непонятная, то человек с невротической организацией личности будет переживать, ну черт подери, я вот как-то чувствую даже испанский стыд из-за того, что мне неприятно, что я видел, что другой человек там совершил какую-то гадость. Он взял и не вовремя что-то сказал, или какая-то шутка была идиотская. В случае с психопатом, даже если он сказал эту идиотскую шутку, ну, это просто остальные все идиоты ее не поняли. Поэтому тут основное различие заключается в том, что вот если психопата как-то стыдить, ну, просто это как об стену горохом. Если нарцисса стыдить, то это вы, как знаете, по минному полю ходите. Если вы понимаете, что вы находитесь в разрушительных отношениях, то вы можете присоединиться к моему курсу про отношения. Ссылка на него есть в описании под этим видео. Это курс, где мы разбираем то, как понять, в какого рода отношениях ты находишься, ну, грубо говоря, здоровые или разрушительные. Как выйти из этих отношений, если это разрушительные отношения, естественно, как восстановиться после выхода из этих отношений и как в дальнейшем искать какую-то опору для того, чтобы идти куда-то в сторону каких-то здоровых отношений. Критика. Тут тоже по-разному нарциссы и психопаты к этому относятся, и причем нарциссы также, разные нарциссы по-разному относятся к критике. Как правило, если вот нарцисса, ну, грубо говоря, такого грандиозного начать критиковать, то он это воспринимает, конечно, в штыки, для него это очень тяжело, и когда его критикуют, вы, по сути, его лишаете того нарциссического ресурса, который он хотел бы от вас вообще-то получать. То есть он бы хотел, чтобы вы им восхищались как-то и давали ему признание, а вы его критикуете, показываете его какое-то несовершенство. А опять же, когда вы человеку с нарциссическими чертами указываете на том, что он где-то ошибся, ну скажем, сказал какую-то глупость, то он вот ваше указание на его ошибку генерализует. То есть это не он сказал глупость, а он глупый человек вообще в жизни. Это он как-то некрасиво поступил, а он человек, который некрасиво поступает в жизни, он какой-то неэтичный человек. То есть он любой свой проступок, он как будто бы сразу делает такой частью своей личности, и причем оно как бы вот от рождения до смерти. То есть он всегда это так вот катастрофизирует. Соответственно, если вы начинаете критиковать человека с грандиозно-нарциссическими чертами, то он начинает в ерепениться, может там в гнев впадать, в какую-то обиду. Если это уязвимый тип нарцисса, ну или скрытый нарцисс, по-другому называется еще, и вы начинаете его критиковать, иногда именно это может быть его нарциссическим ресурсом. То есть, когда вы начинаете критиковать, скажем, вот человека с такими вот уязвимыми нарциссическими чертами, он может сесть на свою такую любимую лошадку, что меня никто не понимает, и, конечно же, даже в моей семье меня вот здесь вот так вот это попирают и критикуют. Конечно, на работе меня никто не понимает, там в карьере мне ничего не удается, дети меня там, не знаю, не любят, и даже ты мне вот эти вот говоришь такие вещи. Ну, конечно же, жизнь ко мне несправедлива. То есть в этом плане иногда бывает, когда вот вы человека критикуете и понимаете, что он такой вот любитель как-то пострадать, то вы, может быть, общаетесь с человеком с вот этими вот уязвимыми нарциссическими чертами. А что касается психопату, ему вообще по барабану, там, что вы его критикуете, не критикуете, потому что, опять же, помним, у психопата в детстве формируется вот этот архетип хищника, то есть, грубо говоря, отношение к другой фигуре, другому человеку, как к либо источнику угрозы, либо источнику выгоды или какой-то жертве, либо как это какой-то третий человек, который просто мне не нужен. Он просто ходит рядом, и пока он, скажем, прям не дышит моим воздухом, не ест мою еду, то он мне вообще пусть себе живет, я его не замечаю. Соответственно, когда вы критикуете, особенно если эта критика такая, знаете, вот бывает, критикуют не в рамках вот наших отношений, что мне кажется, что ты не очень хорош, а вот бывает, когда критикуют, мне кажется, что ты поступил не очень хорошо с такой какой-то морально-этической точки зрения. То есть мне кажется, что все люди считают, что ты поступил не очень. Иногда мы так используем такие манипулятивные подходы. Так вот, психопату совершенно не важно, что про него думают другие люди. Потому что другие люди, опять же, это жертвы
источники угрозы, либо вообще непонятно кто, которые не имеют значения. Но иногда психопат может сделать вид, что его интересует ваша критика, может даже как-то попытаться сыграть какое-то там беспокойство, там изобразить на своем лице, если он понимает, что вот эти вот отношения, которые у вас есть, ему нужны для чего-то, для достижения его целей. То есть, скажем, вот он понимает, что вот этот человек в моей жизни, он вроде бы мне нужен пока, потому что я еще не завершил какие-то дела, и вот он вроде меня критикует, и если я сейчас буду делать вид, что мне по барабану на его критику, наши отношения могут как-то нарушиться, и я лучше бы, как бы, так сказать, подпитаю их. Ай-яй-яй, ничего себе, мне очень жаль, что ты меня критикуешь. То есть это все такое, оно очень, знаете, неестественно звучит. Если вы понимаете, что вот вас почему-то волнует вот эта тема, там нарциссизм, там отношения, разрушительные отношения, абьюз там и так далее, и все это как-то вот вроде вам интересно, потому что много этой информации, вас это как-то касается, но непонятно как, вы хотите с этим разобраться, можете записаться ко мне на индивидуальную консультацию, ссылки на мои соцсети есть в описании этого видео, пишите мне там личное сообщение, мы с вами договариваемся. Бывает так, что ты вот вроде бы понимаешь, что что-то со мной происходит, что-то не так, много есть интереса, вот много есть вот этой вот информации в интернете, но она вся как будто бы меня конкретно не касается, это как-то вот как оно в общем устроено. А что со мной происходит, что в моих отношениях происходит, вот непонятно. Здесь, чтобы разобраться, иногда нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, обращайтесь, записывайтесь, будем работать. Пятая интересная вещь, это, собственно, как нарцисс и психопат ведут себя в долгосрочных отношениях. Нарциссы могут выдерживать долгосрочные отношения, они в них могут находиться, если в этих долгосрочных отношениях нарцисс получает какой-то необходимый ему нарциссический ресурс. Предположим, партнер нарцисса им как-то вот восхищается постоянно, поддерживает, не знаю, выдерживает его там какие-то эти вот нарциссические колебания. В таком случае, в принципе, нарцисс будет очень держаться за эти отношения, потому что вот партнер, который стабильно дает нарциссический ресурс, то есть по сути подпирает его такую неустойчивую психическую эту всю структуру, но это будет что-то важное для нарцисса. Он будет стараться как-то находиться в этих отношениях. То есть, конечно, у него будут эти вот периоды какого-то обесценивания, попытки как-то утилизировать. Но в ряде случаев, вот если по каким-то причинам партнер все-таки это выдерживает, иногда бывает так, что это созависимый человек. Иногда бывает, что партнер нарцисса это человек со своими какими-то там определенными чертами. Если вот этот партнер все-таки остается рядом с нарциссом, то вот эти отношения могут быть долгосрочными. Конечно, они такие, знаете, похожи чем-то на отношения, как будто бы такой симбиоз двух людей с психическими какими-то такими вот, искривлениями, которые таким образом как-то вот друг друга подпирают. Такое бывает. В случае с психопатом, психопат может удерживать долгосрочные отношения, если они, знаете, вот обеспечивают какую-то утилитарную его потребность. Вот такой хороший пример, это какой-то вот мафиози, такой совершенно вот безэмоциональный, действительно хищник, у которого есть жена, дети, жена его это мать его детей, она еще, знаете, если там какая-то клановая структура там в этой мафии, она еще как бы, как его типа королева. Вот. И он с ней выдерживает эти отношения, там никакой эмоциональной близости, ничего нет. У него есть там любовницы, которые постоянно меняются, потому что долгосрочных отношений таких, каких-то более близких эмоциональных он выстраивать не может. А вот такие утилитарные, так сказать, такие на показ отношения долгосрочные могут быть достаточно долго. Поэтому бывает так, что у психопата есть какая-то там его, не знаю, там вот типа первая леди, там, не знаю, королева какая-то, вот еще какая-то женщина рядом с ним, которая просто вот для статуса там сидит вот просто и находится. И вот все хорошо, мы с тобой навсегда вместе. И теперь интересный вопрос. Если вы когда-нибудь находились в отношениях с нарциссом или с психопатом, вот что было бы тоже интересно, поделитесь своим опытом, с чем вы сталкивались. То есть были ли у вас какие-то такие вот открытия, когда вот вы с человеком общаетесь и вдруг понимаете, что да, вот теперь я вижу, что это человек психопат или что это нарцисс. На что вы обращали внимание? Можете там не особо описывать ваши личные ситуации, но просто вот какие-то критерии, которые для вас были важны. Если вы сможете ими поделиться, если для вас это безопасно, опять же, об этом писать в публичном пространстве, то я буду вам благодарен, и все другие зрители также будут вам благодарны. Это очень такое вот классное дополнение к этому видео. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.